Когда в сети появляются фотографии гигантского орангутанга в плохом состоянии, ветеринар Чарльз немедленно решает осмотреть животное. Главным образом потому, что люди, которые знают больше о зоопарке, в котором он находится, знают, что это не вызвано перекармливанием. Должно было произойти что-то еще, и Чарльзу до смерти хотелось это выяснить. Когда ветеринару наконец представилась возможность осмотреть орангутанга, он был потрясен своим открытием. Когда ветеринар Чарльз наконец вошел в вольер с гигантским орангутангом, животное почти не обратило на него внимания. Оно выглядело слабым и, казалось, было совершенно неспособно сдвинуться с места. Чарльз сдержал волнение и начал осматривать животное. Ему быстро стало ясно, что предположения были верны. Дело было вовсе не в перекорме. С этим животным происходило что-то еще. Он знал, что нельзя терять ни минуты, если он хочет дать этому животному хоть какой-то шанс на выживание. Но что заставило этого орангутанга стать таким большим? Что обнаружил Чарльз, осматривая его, и что могло бы спасти это бедное создание? Но прежде чем мы начнем наш рассказ, нажмите кнопку «Нравится», не забудьте подписаться и нажать колокольчик уведомлений, чтобы не пропустить новые истории. Посетители уже некоторое время высказывали свое беспокойство, но, похоже, сотрудникам приватизированного зоопарка было просто наплевать на своего орангутанга. Сотрудники полностью проигнорировали комментарии. Они сказали, что для орангутанга обычное дело быть таким толстым. Бедное животное, как и все остальные обитатели зоопарка, проводит свои дни в относительно небольшом вольере, и для него необычно выглядеть немотивированным. Они просто не привыкли ни к чему другому. Но сейчас все было по-другому. Орангутанг по кличке Зубастик за последнее время сильно прибавил в весе, и теперь казалось, что он вообще перестал передвигаться по вольеру. Все, что делал орангутанг, это лежал целыми днями, часами напролет. Большинству посетителей, которые видели орангутанга, это казалось классическим случаем перекорма, но люди, которые знали о зоопарке и его владельцах немного больше, понимали, что это маловероятно. В этом зоопарке часто происходят странные вещи. Однажды полицейский, который был не при исполнении служебных обязанностей, повел своих детей в зоопарк, потому что им очень хотелось увидеть всех животных. Он не был поклонником этой концепции, но ради счастья своего ребенка был готов сделать исключение. Но то, что он увидел, привело его в ужас. Клетка, маленький вольер, плохие условия содержания и плохое самочувствие некоторых животных вызвали у него слезы на глазах. И когда он увидел орангутанга, это вывело его из себя. Он почувствовал, что его долг – что-то сделать с этим животным. На следующий день, придя на работу, он немедленно начал расследование в отношении зоопарка, чтобы выяснить, можно ли добиться его закрытия из-за отсутствия заботы или даже жестокого обращения с животными. Поскольку исследовать зоопарк – сложная задача, он попросил коллегу помочь ему в этом. Во время поездки он сделал фотографии, которые собирался использовать в качестве доказательств. И в какой-то момент они были опубликованы. И главная фотография орангутанга привлекла большое внимание в интернете. Фотография толстого орангутанга стала вирусной в интернете. Фотография сопровождалась рассказом о том, что животное, по-видимому, не могло встать на ноги, и что его размеры, скорее всего, были вызваны не перекармливанием. Это вызвало еще больше вопросов в интернете. Это была главная тема обсуждения на крупнейших онлайн-форумах, и в конечном итоге все это привлекло внимание ветеринара, который жил довольно близко к зоопарку, и он был шокирован фотографией орангутанга. Но ему также было чрезвычайно любопытно, что могло стать причиной такого невероятного увеличения в размерах. На веб-сайте зоопарка также были опубликованы фотографии всех животных, и им было около года. Но на этих фотографиях орангутанг, о котором идет речь, выглядел вполне нормально, так что он мог так растолстеть только за последние 12 месяцев.
Как могло произойти такое резкое увеличение в размерах за год, когда животное, очевидно, сильно перекармливали? Ветеринар, которого звали Чарльз, решил позвонить в зоопарк, чтобы получить дополнительную информацию. Он был несколько удивлен, когда на телефонный звонок ответил сотрудник полиции. По-видимому, дело против зоопарка уже получило широкую огласку, и полиция закрыла зоопарк, расследование было в самом разгаре, они собирали доказательства, чтобы усилить обвинение против владельца, и животное было арестовано. За ними ухаживали нанятые ими профессионалы, но это был медленный процесс. К тому же владелец зоопарка был просто недоволен тем, что весь зоопарк пришлось закрыть. Там было много животных, которым требовалась медицинская помощь, и всех их нужно было перевести в новый дом, поскольку в этом зоопарке не было возможности содержать ни одного из них по-человечески. Именно здесь Чарльз увидел возможность поближе познакомиться с орангутангом. Будучи ветеринаром, работающим в камере, он предложил приехать и помочь с животными в зоопарке, и полиция с радостью приняла это предложение, поскольку они могли воспользоваться любой помощью, которую могли получить. Они могли бы с пользой использовать многолетний опыт этого человека. В тот же день Чарльз отправился в зоопарк, и хотя он был полон решимости помочь как можно большему числу животных, ему пришлось признать, что в первую очередь его внимание было сосредоточено на орангутанге. Он решил, что нельзя терять ни минуты. Когда он приехал, ветеринар, который фактически руководил усилиями по оказанию помощи животным, проинструктировал его. Он казался очень оптимистичным, но когда Чарльз спросил его об орангутанге, выражение его лица изменилось. Он начал выглядеть немного безнадежным. У них еще не было времени осмотреть животное, и, честно говоря, это тоже не входило в их список приоритетов. На самом деле, они уже отказались от животного, увидев, в каком оно состоянии. Когда Чарльзу, наконец, удалось осмотреть орангутанга, он выяснил, что тот на самом деле проглотил кучу пластика, из-за чего его тошнило, и он распухал. К счастью, удаление зуба быстро решило проблему, и через месяц после выздоровления животное полностью выздоровело. Чарльз был в затруднении. Хотя он предвидел такую ситуацию, он не мог не почувствовать некоторого разочарования. Он с нетерпением ждал возможности поближе познакомиться с печально известным орангутангом. Но это было невозможно, по крайней мере, пока. У лечащего ветеринара были другие планы. По словам ветеринара, сотрудники зоопарка были невероятно небрежны в обращении со всеми животными. Было слишком много животных, которым требовался первоочередной уход, прежде чем он займется орангутангом. Это не входило в планы Чарльза, но было ясно, что у него не было особого выбора. Как ветеринар, он сам нес этическую ответственность за всех животных. Чарльз кивнул и повернулся, чтобы помочь главному ветеринару всем, чем мог. Ему было поручено провести медицинский осмотр всех животных, которых нужно было вывести в тот день. В итоге это заняло около 2 часов его времени. Наконец, приоритетные животные были отправлены в свои новые дома, а последние из оставшихся животных должны были уехать в ближайшие дни. Чарльз наконец-то был свободен и мог заняться тем, чем задумал. Помахав на прощание волонтерам и персоналу, когда они расходились по домам, Чарльз улыбнулся про себя. Чарльз был очень взволнован, но не мог избавиться от растущего чувства страха. Каким бы слабым ни было животное, оно все равно оставалось диким и к тому же крупным хищником. Он знал, что ему нужно быть как можно более терпеливым и спокойным, чтобы не взволновать орангутанга. Это был риск, на который никто из сотрудников или волонтеров не был готов пойти. Все остальные смирились со смертью орангутанга. Чарльз прекрасно понимал, что ему действительно придется лечить орангутанга в одиночку, но, к счастью, Чарльз был один. Это было замечательное и самоотверженное решение. Чарльз шел медленно, не желая пугать орангутанга. Однако орангутанг полностью игнорировал присутствие Чарльза в клетке.
Это заставило его задуматься, не умерло ли уже животное, но через несколько секунд он увидел, как орангутанг глубоко вздохнул. Чарльз вздохнул с облегчением. Теперь ему придется подойти поближе. Медленно приблизившись к орангутангу, Чарльз сделал медленные, но заметные движения, чтобы успокоить орангутанга. Но, казалось, ничто не могло напугать животное. Орангутанг лениво взглянул на Чарльза, но не проявил интереса. О его присутствии было известно, но он оставался равнодушным. Чарльз внимательно осмотрел животное, не зная, вызвана ли его неподвижность слабостью или отсутствием беспокойства. Раздутый живот орангутанга вызывал тревогу. Хотя опухоль была не только из-за жировой ткани, она была чрезмерной, что говорит о серьезной проблеме, которая развивалась в течение некоторого времени. Что-то явно было не так. Проверяя, нет ли точек давления, Чарльз заметил нечто необычное. Вокруг вольера с орангутангами не было мусора. Для животного, которое месяцами почти не двигалось, это был тревожный сигнал. Все стало ясно. У орангутанга были серьезные проблемы с пищеварением. Он не мог опорожниться. Был только один способ выяснить причину. Хирургия. В медицинской аптечке Чарльза были необходимые инструменты, но существовал большой риск. Усыпление ослабленного животного такого размера могло привести к летальному исходу, тем более что оперировать его предстояло в одиночку. После некоторого колебания он понял, что ситуация только ухудшится. Время поджимало. Если у орангутанга был хоть какой-то шанс на выживание, операцию нужно было делать немедленно. Чарльз вел ей успокоительное. Через несколько минут орангутанг заснул. Когда его дыхание стабилизировалось, он сделал первый надрез. Несмотря на то, что он некоторое время учился в ветеринарной школе, он был знаком с анатомией орангутангов и накануне вечером изучал их специфическую породу. Он осторожно подобрался к источнику проблемы. Кишечник орангутанга был растянут сверх нормы и забит неизвлекаемыми отходами. Но что-то еще блокировало проход. Чарльз помассировал это место и сделал точный надрез. Внезапно из кишечника животного хлынул поток отходов, ослабив огромное давление в кишечнике. Затем он обнаружил причину закупорки – комок пластиковых лотков. Стало ясно, что произошло. Орангутанг проглотил прозрачные лотки с едой, которыми пользовались сотрудники зоопарка. Они не смогли удалить защитную пленку, что привело к возникновению опасной для жизни непроходимости. Уверенными руками Чарльз осторожно снял пластик, не повредив нежную оболочку кишечника. Как только закупорка была устранена, он очистил место, зашил разрез и дал орангутангу жидкости, чтобы предотвратить обезвоживание. Теперь все, что они могли сделать, это ждать. На следующее утро Чарльз вернулся, чтобы проведать своего пациента, обеспокоенный результатом. Но то, что он увидел, потрясло его. Орангутанг уже проявлял признаки выздоровления. Главный ветеринар и персонал были поражены. Быстрое улучшение состояния животного было ничем иным, как медицинским чудом. Чарльз вздохнул с облегчением, когда команда поблагодарила его за спасение жизни орангутанга. Улыбаясь, он принял решение. Он лично проследит за его выздоровлением до тех пор, пока он не будет готов к перевозке в свой новый дом в зоопарке.